В предыдущих сериях мы отправляемся в путешествие на Кавказ по живописной трассе Каспия, осматривая города на нашем пути. Сначала черноземный Тамбов на реке Цна, затем героический Волгоград на Волге с руинами Сталинградской битвы и, конечно же, Мамаевым курганом. Первая изюминка – Элиста в степной Калмыкии, единственном буддийском регионе Европы. Восхитительная золотая обитель, город шахмат, уличные скульптуры, калмыцкая кухня. В Элисте нам было на что посмотреть и чему удивиться. А вот что будет в этой серии. Вот так вот мы и едем. Квартира у нас еще один топ. А вот и я. Мы надолго зависли в Кисловодске. Хотелось бы сказать с добрым утром, но утро уже далеко позади. Это река, здесь реально река. В общем, у нас очень интересная программа. О, сколько уже набрали. А вот и вечерний Кисловодск. Жизнь здесь просто кипит. Прям настоящий курорт. Что-то даже есть такое европейское. Алина, как тебе? И будем здесь просто как курортники. Так, мальчик, не уводи девочку. Ну все, жди нас, Ставрополье, жди нас, Кавказ. Вперед! Уха! Скажи, иха! Не знаю, слышали ли вы или нет. На там вот такой звук издала. Все, поехали. Итак, мы покидаем город Элиста, пока что однозначно самый необычный на нашем пути. Проезжаем еще пару поселков и видим довольно широкую площадку для отдыха. Останавливаемся, чтобы полетать на дроне. Я решил поснимать с воздуха дорогу, уходящую в бесконечные просторы степи. Как оказалось, это был последний полет Феди в этом путешествии. Видимо, белому старцу оказалось мало фотоаппарата, о потере которого я рассказал в предыдущей серии, и он решил забрать еще и Федора. Как именно, я еще расскажу подробнее в следующих сериях, а пока наслаждаемся видами и ступой мира, которая оказалась совсем рядом с нашей стоянкой. Впереди нас ждет закат в степи и финальный рывок до главной цели поездки – Кавказа. До Кисловодска из Элисты ведут две трассы – федерального и регионального значения. Федеральная длиннее на 40 километров, и мы выбрали более короткую – региональную. К тому же она должна быть более степной, а нам еще хотелось насладиться просторами. Но что по качеству? Да, некоторые участки дороги в Минводы из Элисты не очень, так скажем, проезжабельны. Здесь и ямы, и покрытие просто на грани. И вот так вот мы и едем. Даже Полина говорит: вот так вот. В общем, калмыцкий участок оказался на троечку с волнообразным асфальтом, колейностью, а иногда и с откровенными ямами. Зато за окном просторы и огненный закат. А вот въезд в Ставрополье оказался никак толком не обозначен. Небольшая стоянка и все. Вот она. Мы даже и не поняли, что покинули Калмыкию. После въезда в Ставропольский край пейзаж поначалу не менялся, но постепенно стало появляться все больше деревьев, что говорило о смене климатической зоны. Уже в темноте южной ночи доехали до относительно крупного города Благодарный, основанного, как и многие другие населенные пункты, возникшие в ходе освоения этих земель в конце 18 века. В какой-то момент дорога стала очень хорошей, явно после свежего ремонта. По ней мы доехали до еще одного крупного села Александровское, после которого вырвались на финишную прямую до Кавказских минеральных вод.
Вот мы и в Кавминводах, ставших регионом государственного значения с 1803 года. Последние километры пути мы постепенно поднимались по северным склонам главного Кавказского хребта, которые даже слегка угадывались в темноте. Так мы добрались до Кисловодска, расположенного на высоте уже более 800 метров над уровнем моря. И тут я врываюсь в стройный ход повествования как бы из будущего. Дело в том, что в первой серии я обещал рассказать про особенности бронирования квартир через Airbnb. Так вот, самое время это сделать на примере квартиры в Кисловодске. Я начал поиск жилья в Кисловодске где-то за 3 недели до прибытия. Именно на Airbnb была куча доступных вариантов недорогих и весьма качественных квартир, расположенных прямо в центре и именно на нужные нам даты. У меня даже глаза поначалу разбегались, не знал, что выбрать. Но когда я начал отправлять запросы на бронь, то раз за разом получал отказ. Мол, квартира уже занята, извините, забыли снять с размещения. А по правилам это прямое нарушение, ведущее к удалению объекта из сервиса. После очередного отказа я даже написал жалобу в поддержку, но в последующие дни эта квартира продолжала оставаться в поиске, как ни в чем не бывало. Хочу сказать, что во время путешествий по Европе, да и в других городах России, мы с таким не сталкивались. Все хозяева, как правило, добросовестно ведут календарь занятости жилья. Почему такая ситуация сложилась в Кисловодске, затрудняюсь сказать. Понятно, что в 2020-м был аншлаг, но зачем вводить людей в заблуждение и заставлять их терять время и нервы? В общем, я перепробовал пару десятков вариантов и везде получил отказ. Даже по дорогим или сильно удаленным от центра апартаментам. Реально свободными оставались только какие-то откровенно страшненькие квартиры, в которых, наверное, можно было бы остановиться на ночь, но на несколько дней, которые мы собирались здесь провести, они никак не годились. В итоге мы нашли и забронировали жилье через Booking, где, судя по всему, за актуальностью данных следят более строго. Да, выбор там оказался гораздо меньше, в центре вообще уже ничего доступного не было, но зато мы нашли очень классную квартиру на окраине города по отличной цене. А окраина Кисловодска, чтобы вы знали, это буквально 10 минут на машине до Колоннады. На такси же это будет стоить рублей 150. Справедливости ради отмечу, что в этой поездке мы также бронировали жилье через Airbnb еще в паре мест. И там проблем с недобросовестным ведением хозяевами своих объектов либо не было совсем, либо было в гораздо меньшей степени. В общем, выводы такие. Во-первых, как бы это банально ни звучало, но бронируйте жилье в популярных туристических местах России заранее. А во-вторых, если что, пользуйтесь букингом, он не подведет. Ну а теперь давайте посмотрим, что же за отличная квартира нам досталась в Кисловодске. В общем, раньше кто-нибудь постучался в дверь, Аня бы сказала, кто там, или я бы сказал, кто там, и тут бы зашла бы Аня. Но все это осталось в прошлом, потому что мы приезжаем каждый день на новую квартиру просто без сил. Квартира у нас еще один топ, и мы совместно с Аней решили поставить ее на текущий момент на первое место среди уже 4 квартир. Давайте посмотрим. Ну, собственно, это прихожая. Все новое, ремонт новый, дом новый. Санузел вообще отдельная песня. Розовый. Представляете? Полина, когда увидела, она сказала: «Вау!» Все очень чистенько, приятненько. Единственный минус, сразу же отмечаю, что опять нету душевой палки, штанги там, как это называется. То есть мыться не очень удобно. Не знаю, почему здесь такие традиции. Это вообще просто праздник. Кухня. Здесь, не знаю, можно свадьбу гулять. Также отличная новая микроволновка, новый холодильник. То есть не что-то там старье какое-то, а реально новый холодильник. Здесь Аня уже нам скошеварила гречку с тушенкой. У нас по-прежнему правило: днем мы питаемся хорошо, а вечером как придется. Чайники, посудомойка и такой симпатичный уголок. Здесь же есть балкон. Вот же тоже достаточно большая. Здесь даже есть кресло.
Виды, к сожалению, сейчас нам недоступны никакие. Ой. Чем мы южнее забираемся, тем становится все темнее и темнее ночи. Поэтому вряд ли вы сейчас что-то увидите. Напротив какая-то то ли котельная, то ли еще что-то, я не знаю. А там вот горы, но их не видно. В общем, это все я покажу вам завтра. Мы сами еще ничего не видели, как вы понимаете. Ну и последнее, это гостиная. Тоже приятная. Достаточно большая. А вот и я. Это элемент неожиданности. Долго ты здесь стояла? Конечно, там чуть не задохнулась. Ну, то есть здесь отличный диван. Он, кстати, тоже, по-моему, достаточно новый. Да? То есть Да, новый. постель, оно единственное тоже еще второй минус, что постель не очень широкая. То есть если у вас двое взрослых, ну, как бы так еще можно поместиться. У нас еще ребенок. Вот телевизор немножко доисторический. Вот это уже мое рабочее место. На этот раз не на гладильной доске. В общем, квартира отличная. И самый кайф заключается в том, что мы здесь будем ночевать 6 ночей. Мы надолго зависли в Кисловодске. Кавказские минеральные воды. Мы начинаем с вами знакомиться. Скажи что-нибудь. Привет. Кстати, на улице холодно. 18 градусов было, когда мы приехали. Видимо, еще до этого дождик прошел. А сейчас на улице, мне кажется, вообще градусов 15. Да, очень свежо. Очень свежо. После сегодняшней жаришки утренней в лесте, когда мы с Полиной за 10 минут около подъезда уже просто сгорели, наверное. Так вот, самое интересное, когда мы ехали сюда, буквально километров за 150, наверное, да, мы проезжали какой-то поселок или село Благородный, по-моему, что такое первый большой населенный пункт, который был в Ставропольском крае. Кстати, когда мы сюда заехали, не было никаких ни постов, ни как-то это не было отмечено. Может быть, темноте не было видно, но и знаков даже не было о том, что закончилась Калмыкия и начался Ставропольский край. И в этом поселке мы зашли купить пиво себе, потому что у нас на вечер ничего не было. И когда мы вышли, мы обалдели, 28 градусов было, а это было часов 8, сколько там, ну с 8 до 9. Мне кажется, даже ближе к 9. Ближе к 9. То есть и 28 градусов, мы такого вообще давно не помним. Там же темень стоит. И такое, ну, для Москвы это дичь, это какая-то аномалия 2010 года, да. Наверное. Такое. И, короче, мы... Контраст, конечно, да, большой контраст. Здесь вот эти вот 15-18. Но, надеюсь, днем будет все-таки получше. Так вот, нам в этом магазинчике, в котором мы там побывали, советовали, так как никакого темного не было, а они у нас специалист по темному, то нам сказали, есть разливное из Краснодарского края. Как монах называется? Я, кстати, даже не знаю. По-моему, монах называется. Никогда этого пива не пили, не знаем, что это такое. Мне будут сниться монахи. Один монах. Нет, я боюсь, что мне ничего снится на самом деле не будет, что мне стоит только положить голову на подушку. И все случится само, и только придется утром открыть глаза. Мне там звуки не нравятся, пойду посмотрю, я не пойму, что хлопает. Полина за ноутбуком мышечкой шевелит. Эти звуки, это она в клавиатуру стукает. Так, что-то там Полина пошла с ноутбуком работать. Нужно срочно ситуацию проконтролировать. Вот как-то так проходит весь наш день. То есть мое ухо просто улавливает незнакомые звуки, и это не очень хорошо. Обычно тревожный сигнал. Ну, как так это подтвердилось все. В общем, мы убиты в хлам. И вот эти 6 ночей, которые мы проведем на одном месте, это просто сказка. У меня фейерверки просто, потому что я хочу уже немножечко устаканиться. Я не знаю, это общая усталость хроническая, это может быть возраст. Заканчивается наш сегодняшний 4-й уже день путешествия. Время летит. Как-то они уже полетели, да. И при этом сливаются в какую-то непрерывную дорогу, причем ночную. Ну, давайте. За вас, за ваши подписки, лайки, комментарии. И за нас, за то, чтобы мы собрали вам новый классный контент. Ура! Ура! Откуда взялась эта доска? Нет. Спокойной ночи и Новых путешествий. продолжайте оставаться с нами.
Наше новое утро началось уже ближе к полудню. Теперь при свете дня можем посмотреть, что за виды открываются нам с балкона. Сразу в глаза бросаются отроги Баргустанского хребта. Еще можно лицезреть улицу Римгорская, так выглядит северная окраина города. Также видим какое-то техническое здание из сферы ЖКХ, а еще прямо под балконами жители разбили небольшие огороды. Мы решили, что первый день в Кисловодске у нас будет матрасным. Никуда не поедем, будем отдыхать после долгого пути. Единственная цель – закупиться продуктами. Только это и заставило нас выбраться из дома уже ближе к 3. Ну, привет. Привет. Хотелось бы сказать с добрым утром, но утро уже далеко позади. В общем, мы решили первый день максимально расслабиться, немножко отдохнуть после напряженных 4 дней дороги. Поэтому сегодня никаких грандиозных планов у нас нет. Мы просто отдыхаем, выспались, насколько это было возможно. Сегодня у нас план магазин, может быть, вечером куда-нибудь выберемся. То есть сейчас мы просто едем в магазин закупиться продуктами. Вот такой у нас дворик, в котором мы живем. Мы живем на окраине Кисловодска. И что-то у нас здесь шумит, нас вчера привлекло. То ли водопад, то ли речка. А, это река, здесь реально река лежит. Представляете? Как здорово. Она вон там. Не уверен, что на камеру ее можно будет разглядеть. Но она действительно бежит, шумит. Настоящая горная речка. Ура, мы в Кисловодске! Ура, мы еще ничего не видели! И мы сегодня только поняли, что у нас будет 5 дней в Кисловодске. И непосредственно в Кисловодске мы будем всего 2 дня. Один из них сегодня, который уже наполовину прошел. В общем, у нас очень интересная программа. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, куда мы потратим оставшиеся 3 дня. Это проспект Победы, самая центральная улица. Именно по ней можно доехать до Кисловодского национального парка. Еще он называется курортный парк. Кисловодск – 3-й по площади и 2-й по населенности город Кавминвод. Был основан в 1803 году вслед за Георгиевском и Пятигорском. Изначально в виде крепости около источника Кислые воды, построенной для защиты приезжавших на лечение водами. То есть можно считать, что Кисловодск изначально возник именно как курортный город. И сегодня он занимает 2-е место в России после Сочи по количеству здравниц. Они, а также основные красоты сосредоточены около парка, к которому мы поедем чуть позже. Вот мы приехали. Тут супермаркет «Перекресток», а раньше здесь был «Глобус». В марте этого года «Глобус» закрылся, появился «Перекресток». «Глобус» все очень хвалили, проверим. Вроде про «Перекресток» тоже пишут положительные отзывы. Ну, пойдемте посмотрим, узнаем, что там да как там. Это единственный перекресток в Кисловодске и первый, соответственно. Хочется все время сделать так. Пик-пик. У нас просто в нашей ленте, которая рядом с нашим домом в Москве, у нас там сканеры, и этими сканерами мы пробиваем все продукты и потом очень быстро и удобно расплачиваемся. И это уже работает на уровне, как это называется, не инстинктов, а рефлексов. Поэтому, когда мне сейчас Саня что-то дает, хочется сразу же пробить. Берем кулинарию. Говорят, что здесь хорошие. Спасибо. О, сколько уже набрали. Мы что, собираемся на 2 недели сюда? Да, мне понравилось, мы остаемся. Полине вот тоже. Мы еще ничего не видели, но мы уже остаемся. Вот все набрали, вот это вот все наше. В общем, если мы это все не съедим, нам придется куда-то это везти, потом таскать. То есть у нас же мало вещей, в принципе, с тобой, да?
Я сейчас боюсь просто даже услышать сумму. Это же еще не все. Мы за 5 дней-то не выпьем. Не сидим. Добрый день, вам хотите? Нам 2, наверное, или 3. Короче говоря, в шоке. В шоке просто от того, сколько Аня закупила. Она утверждает, что она все съест. Ловлю на слове. И как ты приедешь в Витязево? Ты же не сможешь там из дома выйти. Интересно, в твоем видео могут быть термосы? А в канцелярском мире? В общем, мы отправляемся на поиски термоса, потому что завтра у нас предстоит поездка в горы. И мы хотим там попикниковать. Можно забить на термос, оставить дошираки, сварить картошку, яйца и сосиски будут. Можно сделать так. Обратно поехали немного другой дорогой, и здесь хорошо видно, как выглядят обычные жилые районы города. В общем-то, ничего особенного. Ну, а вечером мы все же заставили себя еще раз выйти из дома, чтобы погулять у колоннады, так как совсем терять день было невыносимо жалко. Собственно, Кисловодский национальный парк, он же курортный парк, это суть Кисловодска и главная его достопримечательность в самом широком смысле слова. В один из следующих дней мы выделим на его подробное изучение несколько часов, а сегодня просто совершим небольшой променад. А вот и вечерний Кисловодск. Мы приехали сюда, чтобы попробовать погулять. Уже, честно говоря, сил опять нету. Наш сегодняшний день матрасный. В общем-то, на матрасе мы практически не находились, но решили перед сном все-таки прогуляться по вечернему Кисловодску. И начинаем мы с самого известного, наверное, объекта – колоннады. Это наша боевая команда. Припарковаться можно было прямо здесь. Вот наша машина. Мы, в принципе, нашли место достаточно быстро. Машины вот видно, как припаркованы. И здесь же мы сразу видим памятник В. И. Ленину. А за ним надпись «Кисловодск». Причем я хочу сказать, что Владимир Ильич загораживает надпись «Кисловодск». Там и растительность ее частично скрывает. А Владимир Ильич окончательно все добивает. Колоннада сегодня – это главный вход в парк. А изначально здесь планировалось создать капитальную кофейню с целью улучшения общественного питания. Оба! 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 Экстремальный спуск. И мы зашли внутрь. Я не знаю, как это правильно называется. Что это, парк или что это? Не знаю. Тут какая-то есть лестница, наверное, на нее можно подняться. Хотя никого там я не вижу, там все перекрыто воротами. Лестница с гротом была построена аж в 1822 году, на год раньше основания парка, как элементы роскошной по тем временам реставрации. Последней уже давно нет, а вот лестница осталась. В 20 веке в ансамбль добавили бюст Лермонтова со строками из стихотворения «Люблю я Кавказ», а в 1970-м установили памятник Демону, герою одноименной поэмы Михаила Юрьевича. В итоге вся эта конструкция стала называться Лермонтовской площадкой. И, конечно же, неспроста. Лермонтов – настоящее олицетворение Кавказа. И хотя провел он здесь в общей сложности всего-то немногим более 2 лет, его образ красной нитью проходит и через Кисловодск, и через Пятигорск, в котором его жизнь трагически оборвалась. А вот так вот, мне кажется, проводили время в этом курортном городе всегда. И мне кажется, вот там моя бабушка ездила, у нее были фотографии там с Кисловодска, Пятигорска, и там тоже были вот эти вот нардисты. Это, наверное, в нард они играют. В общем, такое, как будто время застыло в каких-то 50-х годах. Единственное, что освещение стало поярче, я думаю. А
А сейчас перед нами Нарзанная галерея, построенная вокруг источника Нарзан. Сюда мы еще заглянем в другой день. Жизнь здесь просто кипит. Прокат детского транспорта. 4-колесного, 2-колесного, тир. Да, народу очень много. А этот темный силуэт – это господин Ребров Алексей Федорович. Был одним из первопоселенцев Кисловодска, сделавшим немало для его развития в целом и парка в частности. На месте его бывшего дома, в котором гостили и Пушкин, и Лермонтов, в 2017 году разбили сквер, построили часовню и установили памятник. Улица, где находится сквер, также названа в честь дворянина, чиновника и предпринимателя, коими всеми он являлся. В общем, был выдающейся личностью, сыгравшей большую роль в развитии всего региона Кавминвод. А это проспект Карла Маркса, бывшие торговые ряды. Поднявшись вверх по этой улочке, можно попасть к еще одной исторической достопримечательности. Давайте туда и проследуем. Мы выходим на Вокзальную улицу и видим пару симпатичных зданий. Одно – это сам вокзал постройки 1894 года, а в другом находится мини-музей истории железных дорог. Ну а главная красота напротив. Вот это красивое здание, которое было на последнем кадре. Домики, да, такие стоят? Это у нас собственность Российской Федерации. Вот это неожиданно. Комплекс Курзала. 1895 год. Курзал расшифровывается как курортный зал, место культурного отдыха. Сегодня это главное здание музыкальной филармонии имени Сафонова. Не знаю, будет ли видно, но мы решили сюда подняться. Вот таким вот образом. Вот по этой лестнице. О, вау! Алина, как тебе? Бумс. Ну, красиво. Вы знаете, удивляет. На самом деле удивляет здесь все. Центр очень ухоженный, очень красивый. Что-то даже есть такое европейское. Курорты Баден-Баден, Карловы Вары. Мне кажется, это все вот как-то с этими местами пересекается, перекликается. То есть такая вот курортная архитектура. А в марте 1918 года перед трудящимися Кисловодска выступил сам Киров с сообщением о провозглашении советской власти на Тереке. Ну что ж, мне тут очень нравится, я прям хожу и кайфую, прям настоящий курорт. Давно хотела такой отдых, прям Анька довольна. А мы сейчас вышли на курортный бульвар. И это, конечно, видимо, самое посещаемое место Кисловодска, потому что народу здесь тьма. Очень много ресторанов. Прямо хочется, понимаете ли, сесть. А Полине хочется выйти наоборот. Да, Полине хочется побегать. Но мы ее сегодня упаковали в коляску. Вот видите, едет такая, ножкой болтает, типа, ноги-то отрастила. И такое тепло летнее, то есть можно было прямо на улице посидеть. Так, свернули в какой-то сквер. ГЕ Ксения Михайловна. Ты знаешь, что такое ГЕ Ксения Михайловна? Нет. Это следователь Кисловодской ЧК. Повешена белогвардейцами. Вот так вот. О, шашлыком-то как пахнет. Посмотри, какое местечко. Антрикот. Я хочу в антрикот. В общем, завтрашнюю поездку, может, отменим? Вообще, может, отменим все вот как бы и будем здесь просто как курортники. Все 5 дней, 5 да? дней попьем воды, Полине цветочек. Несмотря на тьму людей, курортный бульвар нас очаровал, как очаровало и практически все, что мы увидели за время этой прогулки.
Старый Кисловодск определенно нам понравился. В первую очередь своей потрясающей архитектурой. Что не здание, то произведение искусства. При этом нет пресыщения или ощущения лубочности, липоватости. Вкупе с грамотной планировкой и приятным ландшафтным дизайном это действительно формирует образ европейского курортного городка. Добавьте отличный климат и получаем место, в котором очень комфортно и приятно находиться. А потом непременно хочется вернуться. И это первый город в нашем путешествии, куда мы с Аней, не сговариваясь, решили когда-нибудь приехать вновь в обязательном порядке. А я слышу Бон Джови. Он выступает сегодня в Кисловодске. Итак, концерт Бон Джови! Боже, Бон Джови сегодня зажигает. Он сегодня просто в ударе. Я оказался прав. Вау! Ну вот мы и дошли до конца курортного бульвара. Дальше уже какой-то современный торговый центр. В конце бульвара сердечко. На сегодня мы будем заканчивать прогулку. Место очень понравилось. Оля, как водится, с жениха себе нашла. Так, мальчик, не уводи девочку. В общем, мы заканчиваем на сегодня. И потихоньку отправляемся домой. Завтра нам нужно очень-очень рано вставать и отправляться в одно очень интересное место. Причем растянутое на 84 километра. Возможно, некоторые из вас уже догадаются, что это за место. А если нет, смотрите нас. Оставайтесь на канале. Все самое интересное впереди. Спокойной ночи.